Да, друзья, всем привет! Сегодня большой обзор новых орхидей. Целый мешок новеньких красоток, цветущих. Я сегодня хочу вместе с вами распаковать и сделать обзор и показать. Даже более скажу того, что большая часть этих орхидей кому-то в итоге достанется из вас, тех, кто сейчас смотрит это видео. Потому что каждый месяц мы разыгрываем в последнюю субботу уходящего месяца. Каждую последнюю субботу мы разыгрываем орхидеи на нашем канале. И какие-то из этих орхидей я точно оставлю для розыгрыша, потому что я прям специально купил один биглипчик, ну и еще какие-то орхидеи тоже из этого мешка я отдам. Ну что, давайте смотреть. Вот такой вот пакет. Здесь несколько орхидей. По традиции, все как вы любите, друзья. Я этот пакет убираю за кадр. И по одной, как факир из цилиндра, начинаю доставать зайчиков. Так, ну для начала надо мне снять упаковку. Упаковываю я всегда в несколько пакетов в магазине, когда покупаю. Сперва сверху одеваю пакет, потом снизу еще пакет, потом сверху, снизу. Все зависит, вот так вот несколько пакетов, все зависит от того, какая температура на улице. Так, ну что, какие они, друзья, солнечные, яркие, обалденные. Это я был в Ашане, друзья. Заскочил с утра пораньше в Ашан, смотрю, а там 2 тележки новеньких орхидей. Ну, в основном все, друзья, орхидеи, какие уже показывал в последних обзорах. А среди них вот так вот, знаете, такие бриллиантики, такие тык-тык-тык-тык-тык торчат. Так, сразу начну с первой орхидеи, которую специально купил для уже, наверное, у нас пора представлять февральский розыгрыш. Это уже орхидея для февральского розыгрыша, друзья. Вот такой вот слоник. Сейчас я обертку снимаю. Вот. Опа. Она прям такая, знаете, цветонос огромный. Вот. Ну, немножко ее судьба потрепала, пока она перемещалась из европейской теплицы. Ух ты, смотрите, друзья, я первый раз такое вижу. Ничего себе, смотрите, какая бирка. Вау. Ну ничего себе, слушайте, европейские садовники подсматривают за российскими архаманами, которые палочки используют из-под суши. Вот они мне буквально прям недавно написали, говорит, одна из зрительниц написала, говорит, я заметила, вот вы используете палочки из-под суши, вот, и все архаманы, ютуберы тоже используют как один палочки из-под суши. Но я люблю суши, поэтому там бывает часто палочки неиспользованные мне кладут. Мне много не надо, потому что я много суши ем, а мне бывает 2, 3, 4 пары палочек. И я беру их, вот использую мне для подставочек, для ковырялочек, нравится. И смотрите, точно такие же палочки стали использовать. Смотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Слушайте, мелочи, но приятно. Так, ладно, вот такая вот, смотрим, орхидея. Я палочку не буду оставлять в горшке. Почему? Потому что вот эти палочки, они быстро покрываются плесенью. Вот именно вот эти палочки бамбуковые. Саму орхидею смотрим, друзья. Она такая пастельного цвета. Немножко, конечно, она замученная. Так, я вот сюда немножко сейчас, хопа, камеру, чтобы мне было ниже стола можно было опустить. Вот такой биглип, да, вот такой, друзья, биглип. Он у нас пойдет в февральский розыгрыш. В последнюю субботу февраля он будет один из нескольких орхидей, которые мы разыграем на нашем канале. Как обычно мы это делаем. Вот такой вот красавчик. Смотрите, у него кончик здесь, видать, отмерзли. Длинный цветонос. А
отсохли несколько бутонов. Но на самом деле, друзья, магазинное цветение, оно не важно, да, важнее куда домашнее цветение. В общем, вот такой кроссовчик, смотрите, обалденный, да, обалденный. Вот. Это не для меня, у меня такие есть, у меня даже таких 2. Поэтому я когда его увидел, он один был, единственный. Так, первый, у нас сегодня 4 орхидеи. Это первая красотка, я убираю ее в сторонку. Идем дальше, идем дальше. А теперь я покажу орхидею, которую точно... ну, не знаю, честно скажу, не знаю, готов я с ней расстаться или нет, пока подумаю. Дело в том, что у меня таких орхидей было несколько, и у меня все равно осталась, знаете, любовь к этой орхидее. Вот, тяга какая-то. Вот. Они уже все реже и реже встречаются в продаже, реже и реже. Тем более в таких, знаете, в классических своих окрасах. Вот такая вот она, с закрученными листьями, корневая. Их всего 2 было, но я одну взял у той, у которой получше корневая. Ну, тоненькие корни, конечно, такие подсушенные. Орхидея хочет пить. Нужно нам ее будет в следующем видео стимулом обработать. Это, друзья, классическая, друзья, фронтера. Да, было несколько штук, и в прошлом, и в позапрошлом году мы на нашем канале разыграли фронтеры. Вот. Я даже себе ни одной не оставил. Была последняя, и мы ее тоже разыграли. В общем, увидел фронтерочки, думаю, куплю фронтерки, фронтерку. Вот. Либо себе оставлю, либо разыграю. Ну, посмотрим. Пока что еще 100% не решил. Пока подумаю. Но биглип точно уже я разыграю, друзья, на канале у нас. В общем, фронтера, вторая вот такая вот орхидеечка. Без... ну здесь вот такая вот бирка. Так, идем дальше. Идем дальше. Ну что, какую показать? Ну давайте. Сейчас зима. Давайте солнечную орхидею. Сейчас. Мы ее тоже в феврале разыграем. Она не такая, знаете, компактная, небольшая. Вот, пока вот такие корешочки у нее. Она тоже у нас пойдет в февральский розыгрыш. У нас была такая орхидея. Разыграли ее еще в позапрошлом году. Получается, 2 года назад. Орхидея как-то зашел тоже в Ашан, в магазин, увидел ее, и она была подбита тепловым ударом. Я ее принес домой, у нас даже видео были, это, по-моему, 19 года, в 19 году, по-моему, это было. Вот. И мы ее отпаивали. Первый раз я тогда увидел орхидею золотую рыбку. Вот она, друзья, смотрите. Какая прелесть. Эта орхидея у нас пойдет тоже в февральский розыгрыш. Вот такая вот. Она похожа, конечно, на Surf Song, но, друзья, в этой орхидее больше морковного. И отличительных нету таких вот моментов у этой орхидеи. Вот у Surf Song на боковых вот этих вот лепестках такие, знаете, 2 беленьких черточки на боковых. А это, друзья, вот такой вот золотая рыбка. Вот. Интересная орхидея. Смотрите, какая она компактная. Вот. Красотка. Так. У меня собака прям под ногами, в ногах прям лежит. Вот. Смотрите, какая прелесть. Вообще обалденная. За окно глянешь, там у нас мороз, снег лежит, лед, а тут вот такая вот красота. Просто прелесть. Вот, с обратной стороны, смотрите, как она такая прям плотная, такая прям, знаете, как будто вот ее из хорошей качественной свечки, свечку растопили и вылили. Смотрите, какая прелесть. Ее прям, она
вот лепестки друг об дружку задевают, и как листья капусты скрипят. Скрипят, как листья капусты. Так, это была третья и последняя, друзья, последняя орхидея. Не так часто я ее вижу в продаже, ну, практически вообще в продаже у нас она не появляется, зато очень много есть в интернете эта орхидея. И эту орхидею я тоже отдам в февральский розыгрыш. Ну или мартовский. Посмотрим. Вот. Ну, обязательно тоже мы ее разыграем. Ну, просто не могу я пройти мимо роскошных, классных, сочных орхидей. Хомяк требует купить. Но ввиду того, что у меня места нету, плюс еще переезд, плюс еще много-много-много всяких телодвижений. А купить-то хочется. Сам весь и кайф в том, чтобы... Это как, знаете, как рыбак ловит рыбу. Даже если вот он это все не может съесть, он все равно ловит рыбу. Так и архаман. Он же арханутый архаман, да, поэтому называют архаманы арханутыми, да, потому что вот он видит красотку, надо ее купить. Но мне повезло то, что я могу разыграть эти орхидеи на канале, вот, а не повезло тем, кто деть некуда орхидеи, да, то есть мне есть куда деть, поэтому я вот и могу себе позволить купить, а потом ее разыграть, вот, и опять освободить место для нового процесса. То есть сам кайф не в том, чтобы у тебя постоянно была орхидея, а кайф в том, что ты увидел, поймал, нашел, как рыбак рыбу, вытянул ее, выудил, припер ее домой, все зафиксировал обладание ей, а потом она уже все как бы, ну, становится не очень интересно, начинает хомяк новую искать. Ну что, вот такая вот орхидея, смотрите, красотка. Вот, обалденная, просто обалденная. Тоже крупненькая. Так, что у нас тут с листьями? Вроде ничего. Но все равно, друзья, все новые орхидеи надо обрабатывать. Они цветущие, эти орхидеи я обработаю. Я уже обрабатывал орхидеи вместе с вами покупные. Я их обработаю батрайдером. Батрайдером, друзья, обработаю. Одна обработочка, и все будет с ними хорошо. Вот такая вот орхидея. Смотрим. Опс, опс, опс. Она, знаете, такая, знаете, мраморно-шоколадная, да, смотрите, какая. Такая прям, ну, не знаю, праздничная какая-то такая вот. Вот. Ну, не знаю, вот она что-то, вот у меня есть биглип примерно. Ну, кстати, вон он и цветет. Я не знаю, наверное, не видно будет. Вот там вот сверху точно примерно такого же окраса, но только биглип. Вот с большой губой, вот такой с губой, и вот такой вот у нее окрас. И я увидел эту орхидею, она тоже была одна, вот, и я ее вот не смог пройти мимо, вот, я ее купил. В общем, это, друзья, тоже орхидея будет у нас добавлена в февральский розыгрыш. Вот. В общем, вот такие вот красотки вот. На февраль. Вот они точно. Вот эти орхидеи точно. Красота же. Ну, просто прелесть. Или какую в середину поставить, чтобы лучше смотрелось. Наверное, вот эту сюда, да? Вот эту сюда. А эту сюда. О, вот так. Вот так должны они сочетаться. Все, друзья, вот такие вот 4 орхидеюшки, 3 из которых, которые вы сейчас видите у себя на экранах. Эти 3 орхидеи точно, прям 100% у нас будут участвовать в февральском розыгрыше орхидей. Так что заходите в группу Архамания ВКонтакте, включайтесь. И, возможно, кому-то из вас достанется одна из этих орхидей. Все, друзья. Всем пока.